Уличные художники – бедные люди, да? Ну, вот это сейчас тренд. Большинство людей побоялись войти в конфликт. Я и про качество не говорю, работает с такой. Я просто помню конфликт, который был до Москвы и Космоску. Центральная лестница гостиного двора, откуда спускаются уже по традиции на ярмарку современного искусства. В этом выпуске мы с вами станем свидетелями рождения новой арт-институции в России – ярмарки Art Russia, которая пройдет впервые. Она будет идти 3 дня. Вокруг этой ярмарки было много вопросов, много скандалов. Каждый смотрит на эту ситуацию со своей стороны. Но, как говорится, пока сам не увидишь и не разберешься, не поймешь, положительное это явление или отрицательное для российского искусства, для российского арт-рынка. Поэтому погружайтесь в это приключение с нами. Елизавета Фролова, сооснователь ярмарки Art Russia, которая завтра, можно будет сказать, да, будет дан торжественный старт. Да. Остались сутки, как твое ощущение? Что ты Сейчас... думаешь, чего ты ждешь? Ну, Нервничаешь? да. Сейчас уже такой эмоциональный трепет. Нервничали мы, наверное, недели 3 назад. Жутко. Дня 3 назад это все закончилось. Сейчас уже у нас просто такая серьезная техническая работа и предвкушение. У вас и у всех галерей, в том числе и наших. И художников, да. И художников и галерей. Хорошо, давай начнем мы с тобой с самых истоков. Что такое Art Russia? Ты знаешь, идея не случайно возникла. Мы же делали большой форум. Синергия. Да, Synergy Art Forum, в котором я тоже принимала серьезное участие. На тот момент больше консультировала, конечно. Вот. И после этого мы сделали совместный проект с основателем, президентом корпорации «Синергия» Вадимом Лобовым. Собственно, вот второй сооснователь. Второй сооснователь. Да. Выяснил. Так классно, сооснователи. Да. Вот. И когда мы готовились к Synergy Art Forum Second Edition, вот, Страшно. да, мы долго размышляли, плюс у нас тогда уже были серьезные образовательные программы, на которых училось много, в том числе художников. Вот тема была такая, как заработать на искусстве. Вот. И они как раз... Тема актуальна. Да, да. Всегда. И они как раз нам все говорили, что им не хватает ярмарок, не хватает галерей, не хватает возможности показать себя, и чтобы это было высокого уровня. Мне позвонил Спайдер за сутки до открытия и говорит: Юра, а твоя галерея участвует, Амельченко здесь? Я говорю: да, в Art Russia. Он говорит: супер. Он говорит: а ты будешь делать арт-патруль? Я говорю: да. Он такой: я тебе обещаю, что этот выпуск я посмотрю. Это сейчас тренд. Ну, это сейчас тренд. Конечно. Да, но вцепились как бы другие ярмарки, Не, ну понимаешь, мощно, да? мощно, Типа того, что тем не какого. менее. Ну ты доволен? Ну, по-моему, не как бы так. люди есть, Ну, во-первых, люди согласен. есть, да? Меня удивляет, что Овчаренко даже не смог столько народа собрать. Я и про качество не говорю, работает с такой, мне просто удивляет, то есть что вообще здесь, ну, как бы, такая движуха. До качественного тоже дойдем. Овчаренко не смог столько забрать, потому что эту ярмарку так сильно гасили, что, блядь, все сюда пришли, понимаешь? Не, я как бы позитивно отношусь, в том плане, я знаю людей, которые делали. Не, я знаю, что ты был, Мне конечно. впечатлиться-то в любом случае нужно понять, что происходит. Но она, конечно, не такая душная. Понимаешь, да? И, ну, заплатил деньги и выставился. То сразу, а где вот этот критерий, типа, хорошего искусства, понял? Что в экспертном совете и так далее. Вообще, это понятие хорошего искусства уже давно ну, вот именно, да. Ну, типа, Но Россия тем не огромная. менее, тем не менее, знаешь, ты придешь Миша на сейчас- Арт-Базель, сходишь на ярмарку там пониже, ты поймешь, что вот Нет, это я-то на пойму. Арт-Базеле не повесит. Как бы. Я-то пойму. Вот. Ну, это как в Майами, как ты заходишь Мы на в Аква. России и- живем, давайте все-таки не забывать. Да, поэтому хорошо, что хоть вот Да, такая движуха вот есть. у нас как бы хоть класс, что-нибудь, да, вот, хоть да, как-нибудь, да, у нас хотя уже бы. 3 ярмарки. Что просто это понимаешь, 3 развивалось, понимаешь?
есть современное искусство, да? Да. А есть чистое современное искусство. Это две разные вещи. Знаешь, одни малюют, что-то там малюют и говорят, это современное искусство. Может быть, да. А есть чистое. Слушай, чистое — это правда. Ну, когда вот правда, суть, я не знаю, это не то, что... Когда ты видишь. Видишь, чувствуешь все. Поэтому, конечно, мы с Алексеем сложили бабки, потому что предполагалось... Очень приятно познакомиться, да. Алексей. Поэтому Очень приятно. $500 000 баксов я отгрузил, 500 000 Леша. Кстати, вот выглядит, что все... Ну, то есть Ты сумма... знаешь, все говорят, а уличные художники бедные люди, да? Стрит-артисты, ну, они... Я говорю, кто это говорит? Да, я как говорю, он говорит, а я думал, ты миллион принесешь. Я говорю, не, подожди. Чистое искусство, да. это означает, что у нас чистый партнершип, знаешь, у нас вот этот вот все наше вот это вот проявление, оно чистое, оно равновесное, равно там, ну я не люблю слово равноправное, вот это вот. Оно, понимаешь, оно как вот дуга, как шаровая молния, оно искрит. Ну как, там не может быть весовых коэффициентов других. Я говорю, ты тоже 500 000. И знаешь, что он мне говорит? У меня есть. Я говорю, смотри, вот понимаешь? Хотел уточнить. Да, ты видишь? Я говорю, единственная вот проблемка, а как мы это все будем охранять? И вот все говорю, не спрашивают, а ты знаешь, сколько здесь систем безопасности подключено? Смотри, сколько проводов. Да мне страшно представить. Знаешь, что здесь Игорь, вот там если вот в честно. этих сидят люди? Снайперы специально? сидят, да, все-таки? Потому что мы на самом Я делал деле ждем инфоповода, чтобы если кто-то попробует это дело сломать, ты представляешь, какой классный будет инфоповод для всей выставки, да? Добрый вечер. Прежде всего, огромное спасибо вам всем, что вы пришли. Мы действительно долго готовили это масштабное событие. 1,5 года переговоров по всему миру, 1,5 года согласования программ, отбора заявок, а их было более 4000. И, как вы видите, у нас сегодня 80 стендов, 80 отобранных художников и галерей. Почему гостиный двор? Возникает вопрос, что нету других площадок. Получается, Космосква уже на протяжении 3 или 4 лет показывается здесь. Да, Москву в прошлом году впервые показывалась здесь, и ты тоже приходишь сюда. С чем это связано? Манеж более дорогой? Нет, в манеже просто сложнее попасть во время, которое нам интересно. То есть понятно, что когда мы стали выстраивать график, мы поняли, что мы не хотим вставать. Ну, мы вообще никогда себя не ставили в конкуренцию, в какую-то такую жесткую. Мы пытаемся со всеми общаться, дружить и вообще считаем, что люди искусства должны вместе двигать арт. Вот. Да, мы смотрели экспоцентр, ну, собственно, манеж и гостинка, все. Но по масштабу мы только сюда помещались, больше никуда. Окей. И ты в этот момент не думала о каком-то копировании, о том, что люди будут говорить, что вот, опять в том же месте, что это какой-то слизанный ярмарок и так далее? Честно говоря, я, в принципе, человек, спокойно относящийся к конкуренции, поэтому у меня, наоборот, это вызвало удивление, потому что формат другой. Мы не пошли в галереи, мы не делали акцент на галереях, как другие ярмарки, крупные, я имею в виду. Второе, мы профессиональные, делаем форумы. Здесь нам конкуренцию мало кто может составить, и я это понимала. И, то есть, когда ребята делают форумы, мы же не говорим, нам пытаются конкуренцию сделать. Мы смотрим на это и радуемся, молодцы. Друзья, ярмарка Art Russia в самом разгаре. Сейчас второй день, и я очень хочу все-таки подойти на самый, мне кажется, самый популярный стенд, понимаете, очень грамотная политика. Вы помните, что творилось на открытии? Очереди за бар. Давайте познакомимся с художником и кто сделал этот стенд. Дамир, здравствуйте. Добрый день. Очень приятно с вами познакомиться. Ну, я могу сказать, что стратегия у вас гениальная. Спасибо. Ваш стенд пропустить нельзя было. Отлично. Откуда столько вина, скажите, пожалуйста? Мы... Откуда его везут вообще?
Это завод «Фанагория». Как бы мы дружим уже более 10 лет с этим самым прекрасным, замечательным заводом и его руководителем, вот, меценатом и неравнодушным человеком. Неравнодушным к искусству. Да, обязательно. так Вообще понимаю. к культуре нашей страны. Ага, это Да. очень важно. А этот завод где находится? А завод находится в Тамане, это поселок Сеной, на берегу Черного моря. Кстати, вино отличное, советую очень. Самое лучшее. Так, хорошо. И я так понимаю, что это какая-то коллаборация вас как художника и вот этого Да. производства. Да, да. Поскольку я давно уже работаю над новым направлением, которое называется политризм, от слова палитр. И основная задача как бы это направление на этой выставке особенно отразилась вот в этой работе. 12 месяцев она называется. И создавалась работа 12 лет. И за 12 лет? Да, мне удалось. То есть не раз в месяц, а раз в год, получается? Да. Ну, работаем 12 месяцев. Да, раз в год Я понял. я счищал палитру. Вот, и за 12 лет я собрал 12 палитр. Ага. Да, то есть Интересно. это да, в течение года палитра должна созреть, так же как и вино, Да. настояться, то есть только тогда она будет серьезная и полезная, и все должно быть, не все будет, и пространство, и Ага, цвет. и она идет именно вот как месяцы, да, лето, зелень, спускаемся Да, к то есть, осени и выходим в зиму. если я в июне счищаю палитру, она зеленая, поскольку я работал в июне, писал зелень. Да, если я работаю в январе, то она белая, счищаю, она белая. Таким образом, за 12 лет я собрал 12 палитр и понял, что это цвет времени. Я решил идти дальше и найти как бы вкус времени. Я подумал, что же похоже вот на этот же процесс. Я понял, что это вино. Поэтому я обратился к лучшему заводу, винзаводу и хозяйству нашей страны, с директором и с составителями букета вина. Мы посоветовались и пришли к отличной идее коллаборации. Вот, искусство через время через вкус и время через цвет. Для меня важна полнота в произведении, то есть чтобы было все, чтобы была и композиция, чтобы был и цвет, и форма, и пространство, и эстетика, и идеи, и даже оформление. Важно. Поэтому я все, что могу использовать, использую. Я создаю искусство 21 века материалами 21 века, инструментами этого времени. Вот. В данный момент каждый раз мужчины протягивают друг другу руки, вот, чтобы показать, что рука свободна от меча. То есть по сей день меч остается символом добычи. Ага, откуда такая любовь к ножам? У вас есть кавказские корни? Опять же, нет, опять же, это просто символ добычи власти, денег и Я процветания. понял. Это 9 основных инструментов нашего времени. Это виртуальность, пища, дух, время, сила, цвет, звук, слово и мысль. Мы свободно выбираем. Интересно. Да, получается интересно. Получается современное искусство интересно даже обывателю. Перед нами один из героев нашего времени, 21 век, это геймер. То есть часто бывает, что детишки засиживаются, играя в игры, да, и бывает играют всю ночь, утром они выходят, здороваешься, спрашиваешь, как жизнь. Сейчас это бывает все чаще и Он не в чаще. состоянии Да. ответить, да, он не помнит, кто ты, как у него дела, то есть, ну, он обезличен. Вот, поэтому я говорю о современном человеке, да, то есть природа вечна, она прекрасна, но человек обезличен. Знаем, что один из мощнейших вирусов это Троян, да, тут же мы вспоминаем греческую историю Троянский конь. Да, как Одиссей придумал это все сделать. Да, нам подарили наши телефоны, интернет, и все это прекрасно, замечательно, но 50% общения друг между другом мы уже потеряли. Что будет дальше, неизвестно, мы внутри процесса. То есть мы как бы внутри ловушки. Да. И мы сами же взяли себя... От нас зависит, мы можем использовать ее как благословение или как проклятие. Все зависит от нас. Сможем ли мы найти что-то и дать своим детям что-то интереснее, чем просто... Ну да, это как показывает история, это зависит, кто внутри и за чьи стены этот конь въедет. Я даю своему младшему сыну час поиграть в игры и час, пожалуйста, посиди и порисуй что-то вручную. Неплохо получается. Баш на баш. Дамир, мне очень приятно с вами познакомиться. Я желаю вам успехов, развития как художнику, побольше коллекционеров, побольше больших продаж и выставок. Спасибо. Да? Видишь, что все люди из мира искусства должны дружить. В чем я с тобой согласен. Но... Они не дружат, да? Мы наблюдали, да, но они не дружат. Мы наблюдали тенденции объективные, что в сторону Артраша, может быть, даже лично в твою, сооснователей, поступал некий негатив на протяжении всего организационного процесса, на протяжении там уже этих полугода, в том числе со стороны других
институций, ярмарок, деятелей искусства. С чем ты это связываешь? Я скажу так, я лично с этим не сталкивалась. То есть так, чтобы ко мне подошел кто-то и в лицо сказал, Типа, такая сякая, да. Лиза, ты что Нет. ярмарку делай? Кто тебе право? Да, нет. Где-то какие-то обсуждения я слышала. Более того, я слышала, как люди, которые, ну не слышала, а сталкивалась, которые за спиной обсуждают, и мне другие присылают, там, как они там отзываются. Не обо мне, опять же, лично, это все-таки тут в целом о проекте. Потом эти люди ко мне приходят на встречи, приезжали в офис, так что и такое было. Вот. Потому что рынок маленький. И Это хочешь, да. не хочешь, Да. ты Но сказал, мы с потом ребятами... встретился на вечере. мы с- Я помню, например, был какой-то скандал, связанный с тем, что спикеры, которых вы представляли, вообще не были в курсе о том, что они выступают на Да. Арт-Раш. Что это такое? От кого это пошло? Я даже знаю, от кого. Ты можешь называть. Да? Да, Не, ну конечно. это, конечно, мы знаем, от кого это пошло. Это Сережа Гущин. Произошло как? Мои программные директора вели с ним переговоры. То есть это не то, что мы взяли с бухты-барахты и добавили там Сережа, Маша, Глаша, Даша. А давай-ка их закинем в программу и привлечем к себе. Разместили на сайте. Мы не получали отказ ни от Сережи, ни от там, других людей, которым он начал активно звонить. Вот. И как только они вдруг увидели это на сайте, естественно, был скандал. Естественно, мы сразу убрали. Даже мои помощницы там, написали, я знаю, Сереже извинения за то, что так произошло, да. Нет, это была ситуация сбоя, там в ней на самом деле огромный был список участников, все, которые сейчас будут выступать. Ты, в принципе, То есть там несколько человек, которые действительно шли с ними переговоры, и которые не пришли, в том числе Сережа, и там не в обиду Сережи, но там были люди гораздо выше формата, которые прилетают. То есть там не то, что мы делали себе имя на там, каких-то наших русских спикерах, конечно, нет, мы их очень уважаем. Это позиционировать именно так. Друзья, стенд B19, Лана Хейвер. Лана, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно с вами приятно. познакомиться. Столько экспрессии в этих... это на фанере. Да, это Очень, фанера. очень хочется узнать немножечко о вас как о художнике и вот об этих вот 4 работах. Ну, данная серия, это я создала работы на тему библейских зверей. И когда я была маленькая... Изначально вы профессиональный художник? Да, я профессионал. У вас есть образование? Да, у меня Окей. есть образование. А вы откуда? Вы из Москвы? Родилась я в Киеве, Киеве. но сейчас я живу в Москве. У меня фамилия Амельченко. Свои понятно. люди. Нет. Правда, на крайне был. Так, вы еще в Москве. Значит, в данных работах я работала со своими воспоминаниями детства, со своими эмоциями, со своими страхами, какими-то такими вещами. Когда я была маленькой, мои родители отвозили меня в деревню к моей прабабушке, и там была у нее старая русская печь, сруб, и по вечерам она рассказывала мне истории про древних животных, Кайф. библейские истории. Еще снег за окном, да? А, или это летом было? Это было лето, это было лето. летних Ну каникул, хорошо, далеко хорошо. их было ехать. Окей. Вот. И это была такая смесь интереса, страха. Да. В общем, знаешь, как в пионерском лагере эти истории про черную руку. Окей, я понял. И когда я стала работать- Акулина, да? Когда вызываем. Её Акулиной звали. А, да? Вашу бабушку? Это смешно. Не смешно, ты видишь. Это не смешно, я понял. Вот. Так. И я работала со своими воспоминаниями, и вот я вспомнила про этих зверей. Но мне То есть вы помните этих зверей, Конечно. они приходили, да? вот уже? ну, практически, да. Это битва Левиафана и Бегемота. Очень интересно именно про технику исполнения. Вот расскажите немного. Это же фанера получается, да? Да, это фанера. Я покрыла ее сначала краской. Я сначала пробовала делать живопись, но мне не очень понравилось. И я попробовала чистить и увидела такие вот царапины. И думаю, ух ты, как круто. Я перевернула доску, закатала ее черным цветом и стала пробовать резать. Это свежие работы, да? Да, это свежие работы прошлого, правда, года. Но этот год только начался. А какой диапазон цен у вас примерно на картины, на ваши работы искусства? И как это? Это продается отдельно или это продается как триптихом, диптихом или может четвериптихом? Да. Но я бы хотела, конечно, их не разлучать. Возможно,
очень То есть вы это видите как целый ансамбль? Да, цельную серию, может, Окей. для какого-то лофта, возможно. Окей. Итак, а и что по цене? Ну, по ценам, да, эти работы стоят 150. Да, это эти вполне, поменьше. это вполне хорошая цена. И теперь немножко перейдем к живописи Да. вашей. Это первая серия, моя любимая, потому что это был мой первый опыт, когда я ушла, так сказать, в свободное искусство. Эта работа стала переломной, потому что когда я написала, мама сказала: боже мой, это заводская проходная. Я, в общем, была в полном ужасе и думаю, надо что-то с этим делать. Я вспомнила слова своего учителя, которая мне сказала, что живопись можно сделать и нитками. Конечно. Ниток не было, но была бечевка. Я ее окунула в краску. И, в общем, стала делать всякие эксперименты. И так появилась эта серия про курильщика «Выпутанные мысли». Как вы об этом узнали, вот об этой ярмарке? Они сами с вами связались? Да, Ага. было очень интересно, и люди реагируют на работы, это ты общаешься Да, вживую. Это обратная связь, это да, самое чувствуешь себя прям актером. А знаете, когда ваши работы начнут попадать в коллекции, это будет самое большое наслаждение к людям, которые разбираются и любят искусство. Поэтому я вам этого желаю вам Спасибо побольше большое. продаж. Спасибо. И Вам успехов ваших. Да. В чем сила современного искусства? Сила современного искусства в свободе, которая появилась у художников после появления фотографий. Мы стали свободными, мы делаем, что хотим. Для вас, для всех. И когда хотим. И когда хотим. Ладно, спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас мы здесь сидим, с нами расслабленно, гостиный двор. Очень приятный звук монтажа, краски, Запах. стука молока, да. Но завтра ты, по сути, дашь старт Да. новой, так скажем, да, коммерческой институции в лице ярмарки в России. Да. И дай бог, чтобы эти 3 дня прошли хорошо. для художников, для галеристов, для вас, и дальше это начало развиваться и так далее. И так далее, и так далее. Да. Вот поэтому расскажи все-таки, кого ты привезла, спикеров, вот, может, какие-то, ты хочешь прям кого-то подчеркнуть, выделить, твои победы лично. Да, у меня там более 40 спикеров, из них 20 спикеров летят серьезных, мировых, летят не за какие-то там баснословные деньги, мы со всеми договорились за то, что они летят из-за интереса в Россию, выступить. Вот это очень интересно. Расскажи про спикеров зарубежных. Это Яхим Писаро, это, ну понятно, да, внук, правнук, да, Камиля Писаро. Это человек потрясающий, такой серьезный, сильный в области искусствознания. Насколько я знаю, он курирует сейчас выставки Джеффа Кунса. Да, он курирует, и он Нина. пишет каталог Резоне, собирает как раз по Кунсу. Он, ну, он потрясающий человек, он с, там, не знаю, с топ-10 вообще мировых художников общается, и это очень круто. И он... Друзья, на ярмарке Арт-Раша второй день мы встретились с Яхимом Писаро. Мне очень приятно с вами познакомиться. Для меня правнук великого Камиля Писаро. Это вообще история искусств. Добро пожаловать в Россию, добро пожаловать в Москву. Спасибо. Да, что вдохновило вас на приезд сюда, вот, на Арт-Раша? So я буду по-английски говорить. Да, давайте по-английски. Окей. So I think what's really fascinating about this particular fair, maybe, and about maybe the art world as well in general in Moscow or in Russia, Okay. is the fact that well, first of all, I have to say that I find it very satisfying to see an art fair. You can look from one end to the other end, Yes. and that's the entire art fair. Usually in an art fair, you cannot see the end. And it's exhausting. And you walk for miles and miles and miles, and you still haven't seen everything. What I love about this art fair is that it is doable. It's human. Okay. It's not post-human. You know, there's something very attractive as a result of that. It's I don't that human scale Okay. is something that we've kind of lost. When you think about Miami, Basel, Hong Kong, Singapore, all Yeah. these big art fairs, All the world, yeah. all over the world, and you spend 2 or 3 days, and you still haven't seen everything. So what I find interesting here is that it's still very rich art fair, right? I mean, I think so. Yeah, but it's first time here. Ярмарка проходит впервые, мы все об этом знаем.
okay. Yeah, this art fair is first time. Ну а как вы относитесь к тому, что на этой ярмарке художники сами могут прийти, взять стенд за свои деньги и показать то, что они делают, без галереи? Не ломает ли это рынок, не ломает ли это вообще... Без галереи? Да, без галереи. Without gallery. Yeah. For me, I love this. I mean, I think we need more situations like this. Yeah. I mean, of course, there are tons of galleries. Give a possibility to more artists Yeah. to show what they can. Так, ярмарка в самом разгаре, стенд B15. Екатерина Кузьмина. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно Очень с вами приятно. познакомиться. Я немножечко прочитал о вашем проекте. Пока люди роняют пустые слова, ваши полотна будут жить. Ну, по крайней мере, звучит прекрасно. Я это утверждаю, потому Вот что теперь нужно разобраться, пустые это слова или нет. Вот. Да, они не пустые, потому что я работаю здесь долго и планирую это угроза? хорошую карьеру. Да. Это отлично. А то, что бесконечное звучание пустых слов в Да. нашем обществе между людьми, Да, я правильно понимаю, что вы попытались вырезать вот именно пустоту этих слов именно в своих работах? именно воздействуем это, потому что как некий наркотик, От лица произносящего или воспринимающего? воспринимающий. Ага. Он может себя обманывать или нет, но тем не менее происходит воздействие, и человек это как-то представляет. Но здесь я отображаю скорее слова или состояния, которые возникают до, после, во время, когда человек понимает. Вот, например, «Внутри сердца» картина. Внутри сердца? Внутри сердца. Интересно. Да. Это Очень как раз сильно. момент пикового адреналинового удара, когда происходит вскипание. Человек осознает, что он был обманут, что его надежды рухнули. И здесь вскипание. И вот здесь как раз тот самый случай, когда я стекла использую в есть качестве ранящего агента, вонзающего Да, в я вот плоть. хотел уточнить. Это стекло, правильно? Да, стекло. Это стекло Да. от чего? Просто обычный кусочек. натуральное Битое стекло. да, которое, собственно, Сильно. призвано здесь оказать такое воздействие, что... Это в как момент вот некий- этой ярости и обиды, да, Обиды. чувство обманутости. Да, может быть, это какой-то разрушенный образ счастья, может быть, а может быть что-то другое. Ну, неважно. Неважно, что привело к этому, пустые слова тоже могут так повлиять. И я использую олово. Видите, оно как будто прожигает места, прожигает плоть, прожигает... Да, вот олово. Да. Интересно, то есть какие материалы использованы в ваших работах? Стекло, олово. это Ну, масло. Это масло, да? Масло, да, и пошел холсте. Стекловое масло. И олово тоже не просто так выбрано, как материал, потому что это пластичный, мягкий металл. Он легкий, он блестит, Да. блестит красиво, Да. но он дешевый металл, и он, если понизить градус, он просто рассыпется в порошок. Вы знаете, да, что наполеоновская армия так и проиграла наше сражение. Да, и еще зима. Вот здесь я представила 3 разных состояния утра. Это триптих, да? Нет, Нет. Разные картины, Ага. 3 разных состояния, но это утреннее состояние, например, летнее утро картины. Здесь человек, который пережил какие-то эмоциональные такие спады, он выходит и делает глоток воздуха, свежего. Здесь как раз стекла, они немного другую несут смысловую нагрузку, в отличие от этой картины, где это вонзание в плоть. Здесь, наоборот, это некий осадок, который оставили пустые слова, многое передумано, но это и как краса, как Да, это избавление. очень напоминает утреннюю росу где-то в Подмосковье. Ну и, конечно, начинается новый день, новая жизнь, новая энергия. Прекрасно. Я от себя желаю вам успеха в вашей творческой карьере, развития вашему проекту, скорее входа в галерейное пространство, скорейшее, ну и, конечно, побольше коллекционеров.
Давайте теперь поговорим об экспертном совете. Каждая ярмарка имеет свой экспертный совет, Да. это ни для кого не секрет. И именно благодаря этому экспертному совету, да, эти люди отбирают и ставят некоторые рамки, границы, критерии. По какому принципу, в принципе, галереи попадают на ярмарки. Вот кто в твоем экспертном совете? Одна из них. У меня одни девушки. прекрасно. Да, Это это правда. Лариса Удовиченко. Опять феминизм, брат. Главная Да. тема современного искусства. Да. Одни девушки. Так. Вот. Ну и там еще Лейла. Это Они какие-то профессиональные курсы, искусствоведы. там другие, да? МГУ, РГГУ и Строгановка. Окей, Да, я понял. Только такое. Но непосредственно... Ну а есть, допустим, коллекционеры, галеристы, такие люди, которые непосредственно Нет, мы не стали брать. закручены в бизнес. То есть чисто люди теоретики. Ты знаешь, нет, мы вели переговоры с кураторами. Вот. Я не буду сейчас называть, кто. Как бы, возможно, в следующем году мы вернемся к этой теме, и они придут к нам. Вот. Но у нас немножко... Если ты хочешь, можешь назвать. Как бы, Нет, опять потом. же. В следующем году, я думаю, они будут с нами. Но у нас немножко все усложнилось, потому что, ну, скажем так, во-первых, большинство людей побоялись войти в конфликт. Понимаешь, это была опять же та же самая история, почему галереи к нам многие там не зашли, хотя интересовались. Подожди, в конфликт с кем? С другими ярмарками. То есть, ну, как бы вот этот вот первый год, да, и как бы поддержать проект, который вызывает... Я не знаю, как бы с кем конкретно, вот. Да, то есть вот эта ситуация, когда... По пальцам руки, я понял, да. Может, пермская ярмарка, ты Как вариант. понимаешь? Или Нижегородская. Да. Вот. И для них, я думаю, это тоже был сложный момент, потому что это, ну, вступать в такой конфликт. Прям в серьезный конфликт с арт-миром, они в этой тусовке, и для них, ну, как бы, наверное, это было не очень интересно и желаемо. Вот. Плюс, второй момент, я честно скажу, что очень часто кураторы, которые курируют, допустим, биеннале проекты, они немножко как бы далеки от ярмарки. Ты здесь правильно сказал, что, может быть, стоило там на галеристов обратить внимание каких-то. Мы сделали в сторону таких больше других, в общем, кураторов. Вот. Юлия Якубович, я обратил внимание на ваш стенд. Очень интересно у вас. Я так понимаю, вы представляете два проекта здесь, да? Да, здесь по разделению. Да, два моих основных проекта, да. но они коррелируют друг с другом, сочетаются по техникам, и мне кажется, что по смыслу тоже сочетаются. Давайте в этом убедимся, Давай. чтобы не казалось. Давай. Предмет, который Да. меня возбуждает и вдохновляет, это, конечно же, человеческие чувства и взаимоотношения. Человеческие чувства. Да. Прекрасно. И вот здесь, как вы видите, на Feelings. многих объектах я изобразила летящую простыню. Да. Это относится к одному из основных моих объектов стихи на простынях. Угу. То есть смысл такой, что Стихи на простыне. стихи на простынях, да. Когда люди спят, любят друг друга. Название завораживает. Да, я любят понял, друг я друга. понял. Вот. Ну, Так. то есть они фактически, в принципе, большую часть времени проводят в постели на простынях. Да? Окей, Соответственно, да. эти простыни как бы считывают их мысли, и потом они в моем представлении просто парят вот по таким вот местам необычным, завораживающим, и транслируют нам. Окей, насколько я знаю, вы профессиональный искусствовед. Вы закончили Строгановку. Да. Также у вас есть художественное образование. Да. Вот расскажите немножко об этом. Как вы почувствовали, что вы решили стать художником? Ну, на самом деле я не только искусствовед, я еще коллекционер. А, вы еще и Да, то коллекционер. есть в моей коллекции Вы универсальный человек, связанный с искусством. Я просто очень люблю искусство, Кайф, поэтому я кайф. стремлюсь к нему. Да. И пришла к тому, что мне нужно самой себя реализовывать, воплощать в искусство. Друзья, я всегда говорю о том, что художники, покупайте друг друга, коллекционируйте друг друга. Если художники начнут поддерживать друг друга, это будет совсем другое, и лед очень сильно тронется. Давай немножко все-таки поговорим о твоих живописных работах. Давай. Вот, может быть, есть какой-то твой фаворит, и расскажи немножко про технику. Ну, например, эта работа. Здесь я использовала японскую бумагу тонкую. Для чего я ее использовала? Для создания особой фактуры. Вот. Окей, да. Да, и сверху я наносила... Да, круто. Бумага изначально уже смятая, да? Конечно, Класс. да. Сверху Да, я да. наносила японскую тушь, акрил, и все это закрепляется сверху акриловым лаком голландским. Последний вопрос. В чем сила современного искусства, Юлия? Сила в индивидуальности, я так думаю, в самовыражении. То есть не нужно ловить попутный ветер, нужно стараться изобретать свои техники и чувствовать себя просто. Ну и тогда будут появляться новые имена, новые таланты, и я жду третьей волны авангарда. Браво! Ой, какая красивая концовка. Все. У нас было больше 4000 заявок.
больше Это 4 жесть. тысяч заявок ты имеешь в виду Портфолио к участию. художников? Ну и художники, и галереи. И художники. Да. Вот. То есть мы выясняем, что... А сколько было из России? Из этих 4 тысяч? 99%. То есть я правильно понимаю, что в России есть 4 тысячи? Да. А Это было примерно очень сколько много. галерей? Если заявки Примерно, смотреть, да. наверное, всю Россию, ну не знаю, может быть 50. 50. Может, Друзья, больше. вы понимаете, сколько еще арт-патрулей мне предстоит сделать? И когда возникает... И причем это галереи, которые никогда не выставлялись Никогда. на Космоску Да. и на Домоску. Да. Ну, у нас вообще-то То только есть, 2, по-моему, да. галереи, да, которые на Космоску выставлялись. Да, это... Все их знают. 11-12 и вы. Почему из 4000 заявок отобрано 80, даже меньше, наверное? Потому что все творят, как могут. Все Да. как могут, да. Кто-то творит, кто-то вытворяет. Это хорошо. Тогда давай поговорим о художниках. Это беспрецедентный случай, ну, по крайней мере, если мы берем вот эти вот ярмарки, contemporary art, которые проходят в Москве, которые Крупные, мы сегодня да? уже крупные, да, которые мы сегодня перечислили, что художник сам платит за свой стенд, без галереи. Но Да. я хочу задать тебе вопрос. Если художник может прийти, ну, ты говоришь, было 4000 заявок, а отобрали 80. Ты не забывай, что вы отобрали 80 не только потому, что вы отобрали 80, а во-первых, потому что 4000 здесь просто не влезет. Ну да. Во-вторых, здесь нету многих галерей, которые ты бы хотела видеть наверняка. И в любом случае тут как бы такое идет взаимоотношение. И некоторые художники в любом случае сюда пришли и показали себя впервые, заплатив деньги. Вот скажи, как ограничить вот эту грань между ярмаркой современного искусства и салоном? Я просто, знаешь, как считаю, что то количество галерей, которые есть в России, оно очень ограничивает наших творческих людей. Потому что страна огромная, галерей мало. А что такое галерейный бизнес? Ну, допустим, не все знают, что мой проект Synergy Art тоже поддерживает художников. Мы делаем выставочные проекты очень успешные с точки зрения финансов, там, двигаем наших художников и помогаем их. Ну, правда, художников это громко сказано, у нас всего 3. Вот. И по факту получается, что галеристы вынуждены, допустим, если это хорошая галерея, да, то она должна вложиться, она должна развивать, допустим, там 8 художников, 5 художников, не знаю, 25. В какой-то момент она просто издыхает, и либо художник сидит без продаж, без бабла, и закрывается, да. Через 3 года. Либо второй момент, когда, допустим, она хорошая, там, кое-как тянет себя, это даже наши крупные галеристы, там, не будем называть имен, у многих такая ситуация, они себя тянут, они успешные с точки зрения арт-тусовки, но с точки зрения финансов они не могут себе позволить еще нагнать, там, 3, 4, даже 2 художников, и нагнать их так, чтобы не просто, условно, там, у себя в пространстве выставлять, а ведь мы понимаем, что нужно дальше двигаться, нужно вывозить художника на мировые ярмарки и так далее. Вот. Соответственно, что делать художникам? И говорить о том, что там условно 30 галеристов страны, да, условно 30 галеристов страны определили там лучших 50 художников и все остальные за бортом, это бред. Если говорить о салонности, да, и о том, как бы этому всему не скатиться, ты знаешь, тут главный фактор, во-первых, мы могли бы сделать очень финансово успешную ярмарку, финансово прям пипец какую успешную. Для вас. Для нас, да. Я же не буду говорить, что мы прям... Ну, ты же понимаешь, что если она будет успешна для вас, но не будет успешна для людей, которые здесь Нет, остались. смотри, мы могли бы сделать очень классную финансово успешную ярмарку, нагнав сюда хотя бы 500 художников, потому что готовы были платить большие деньги, больше, чем галеристы платят деньги художники, выставить тут всех, хорошо заработать, и может даже этих художников бы купили. Мы действительно очень жестко и серьезно отбирали этих художников, и там даже концепция та, которая была порядка 130 стендов, и она была практически там до конца, пока мы не поняли, что нет, ребят, мы все-таки вычеркиваем, мы лучше сделаем меньше, мы лучше больше потратимся, но мы сделаем это качественно, мы сделаем уровень. Ты довольна всеми, кто здесь представлен? Ты не считаешь, что здесь есть аутсайдеры? Аутсайдеры, которые зашли сюда только за счет денег? Ну, слушайте, было бы очень странно, если бы мне как искусствоведу нравились все художники. Это, да, я даже сейчас не говорю о личном эстетическом удовольствии. Александр, теперь немножко вот все-таки по ярмарке. Вы сюда пришли. Вы одна из самых известных ведущих галерей России, Москвы, без скромности. Нет. Барыга от искусства, да? Барыга от искусства. Ну, это факт. У нас вообще галерей немного, да? А сколько, Александр, вы с какого года? С 2000-го?
Нет, с 2006. С 2006. Получается у нас 14 лет. И вы уже очень много видели, ваши художники, работаете с разными, ездите по миру. И вот в России 3-я ярмарка рождается, Арт Раша. И вы сюда приходите. Почему? Хотя в том же нашем арт-сообществе говорили разные вещи. И о том, что не признавали вот это вот, что Давай вот... так говорить. Мы не понимаем, о чем идет речь. И Да. простым языком мы не будем для зрителей с тобой Да. проводить все это. Да. Говорить могут все, что угодно. А человек судит по делам. Ты сделал хороший репортаж, вы сказали, хорошо, плохо, да? Я собрал стенд, может быть хорошим, может быть не очень удачным, плохим, по-разному. Потому что все люди реагируют по-разному. Да, То, что да, мы да. показываем, Вкус, говорим, да. вкусы совершенно разные. Так вот, в этом во всем важно самое основное. Не показав, не увидел, не сказав, не услышал. Вот о чем мы сейчас с тобой говорим. Если показал, то уж показывать участник, платишь деньги. Надо делать хорошо, то, что у тебя есть. Вопрос там в отборе контента, то, что показать, да. Здесь надо понимать, кого ты ожидаешь среди зрителей и ориентироваться уже в подборе на того, кто может прийти. Моя задача как профессионала в этом угадать с теми работами, с теми авторами, которые подойдут под этот формат. Моя как бы задача. Повлиять на тех, кто придет сюда. На покупки и так далее. Да, да. Я могу показать, рассказать, завлечь могу пригласить к себе. Это моя работа, это моя задача, чем я здесь и занимаюсь. Еще одна галерея, представленная на ярмарке современного искусства Арт Раша, это галерея «Форма и бронза». Очень давно существует дискурс о том, является ли скульптура из бронзы современным искусством, или же это все-таки антиквариат. Давайте попробуем в этом разобраться, посмотрим, как ребятам выставка. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, Юрий. Ксения, очень приятно познакомиться. Мне так приятно, Очень вообще. приятно, слава богу. Это первая ярмарка для вас? Вы участвовали в Космоску? В Космос не участвовали, Нет. потому что да, вот здесь возникает вопрос о том, что о бронзе. Разберемся. Разберемся Так. в этом вопросе. Вообще бронза, да, Да. многие говорят, что мы тоже, когда себя позиционируем, да, вроде бы бронза, многие говорят, что антиквар. Ну, это антиквар, да, это известный материал, который не менялся, чуть-чуть да, не который может не быть менялся, по-другому, да. да. Вот, Окей. но И правда в этом есть. И с все одной таки. стороны есть, но потому что технологии не меняются, да, Мгм. но они меняются по-другому. Это же все-таки не только бронза как материал, это есть и форма, которая может конечно. быть актуальная, не актуальная. Согласен. Например, все линии, которые существуют в природе, вы же можете их и так показать, как в живописи, так и в скульптуре. Допустим. Да, а бронза очень благоприятный материал для этого. Из нее можно много чего сделать красивое. Например, женские линии. Женские линии. Самые идеальные, самые красивые линии, которые могут быть. Женские линии. Это не, ну об этом мы спорить не будем. Ну что, давай тогда перейдем к женским линиям, раз мы. Так. Немножко такая восточная, мне кажется, история. Даже не восточная, а такой вот. Античная, да, где-то в районе Египта, вот что-то такое. На самом деле, это один из авторов, которых мы представляет наша галерея. Это Альберт, это скульптор, который живет и работает во Франции. Больше монументальный был первоначальный скульптор, но мелкая, так как пластика, конечно, от него никуда не ушло. Окей. Вот. Мы видим, у нас здесь представлена такая работа, представлено еще несколько работ, таких как стол. Это тоже Альберт. Это тоже, да, стол. Это тоже Альберт. Да, да. тоже Альберт. Да. Утро, такая девушка. Я сразу же обратил внимание вот на эту скульптуру разрывающую. Актуально или не актуально? Окей. Актуально или не актуально? Многие люди приходят и начинают щупать. Трогать, бронза ли это все бронза. Это бабочки Дэмина Хёрста из него вылетели? Нет, мне кажется, это все бронза, в том числе и бабочки, да? Все бронза. То, что видите, цвет. Ну, это интересно. Это интересно. Расскажи про эту скульптуру. Это скульптура, это молодой автор Глеб Крюков из Санкт-Петербурга. Он не академист, то есть чувствуется, но он подходит совсем по-другому немножко к скульптуре, немного ломая ее правила, что делает бронзу актуальной. У него своя стилистика, свои особенности, да, мы видим прорисовку всех деталей. Он такой немного инженерный, да, мысли. И от этого он имеет свою стилистику, свой вкус и очень нравится людям. Ну, мне нравится вот эта скульптура. Мне нравится именно вот эта скульптура, потому что очень мне нравятся изгибы
Да, изгибы линии Он тела. нашел ключ к твоему сердцу, ты Да, видишь? да, да, она очень живая, это правда. Очень мило, вот обратите внимание, что он здесь как бы вот этот Хотя это Арлекин, просто, да? Арлекин, который держит чашечку как бы утреннего кофе. Это интересная идея. Она получилась изящной. Мне очень приятно познакомиться. Желаю вам побольше продаж, побольше коллекционеров и счастливых покупателей. Хороших художников. Галерея хедлайнеры. Как ты сказала, у нас в России 30 галерей, Ну, которые может. выбрали 50 художников, а Мгм. может быть и 100. Мгм. И они считают, что они вообще как бы по сути задают тон. Точнее, даже не то, что они считают, в принципе, так оно и есть. Мгм. Но это связано именно с тем, что это Москва, и по Да. определенным обстоятельствам эти люди смогли это сделать, и слава богу, дай бог. Мгм. И в то же время здесь представлены, как мы с тобой выяснили, из московской галереи, из таких, да, там, опять же, хедлайнеров, хотя это такое заезженное слово, будем так их называть, допустим, Мгм. это так. Мы, наша галерея Амельченко Gallery. Есть Александр Шаров, который напротив нас, барыга от искусства, как он говорил в выпуске «В чем сила современного искусства», который тоже здесь. Мгм. Где все остальные? Многие из этих галерей со мной общались. Да. Очень Вот, многие. видишь? Приезжали, общались, разговаривали. Кто-то из этих галерей выступает у нас на форумной части, как, например, Полина Аскери. Вот, да, то есть, это очень странная позиция. Я думаю, что она связана с тем, что у людей есть, может быть, какие-то там дружеские отношения с кем-то, с какой-то другой ярмаркой. Я просто помню конфликт, который был до Москвы и Космоску, там же тоже свой был конфликт. И они как раз вот там вот это вцепились все, грубо говоря, в эти галереи, поэтому я сразу сказала, что мне это вообще не нужно. То есть мне вцепляться в галереи, еще сейчас драть в еще одну сторону этих бедных галеристов не нужно совершенно. Тебе было, ну, вообще вот лично, ты как бы сделала достаточно большую работу, тебе было обидно, что такое отношение? Знаешь, ну нет, это мне не было обидно вообще, потому что я говорю, мы на них вообще не ставили какого-то акцента. Да-да, нет-нет, вот реально здесь такой был разговор. Мне скорее было немножко неприятно, когда была другая история, когда тоже я не буду называть галереи, которые допустим, там участвовали у нас на арт-форуме, я не буду называть, ну ладно, участвовали у нас на арт-форуме, при этом здесь, да, при этом здесь как-то так, ну так типа, ну ладно, там разные есть моменты. Мне скорее не понравилось, когда, допустим, галерист у нас бронировал место, держал, и условно за 1,5 недели мне вдруг прилетает, что, ой, вы знаете, мне там надо в другой ярмарке участвовать, и я побаиваюсь, что меня туда не возьмут после вас. Ну, как бы, вот это да, вот это вот. Вот здесь я могла по-человечески просто сказать там пи-пи-пи-пи-пи-пи. Вот, мы тоже строимся. Друзья, мы стоим около галереи Sold Out. Это мои друзья, они находятся на Болотной площади. И вот этот вот красавчик, основатель всего этого процесса. Рад тебя видеть, дорогой. Привет. Привет. Боже, какой красавчик. Как зовут? Филя. Тоже продается? Нет. В Sold Out, нет? Филя, очень приятно. Вы брат и сестра? Да, мы с Димой, да. Расскажите немножко, почему вы решили вообще вот на Болотной площади, вокруг клубах, в центре, может, на Красном Октябре создать такой вот Sold Out, такое галерейное пространство, которое сразу и галерейное, и у вас там бар. Ребят, я вам искренне советую туда приходить. Будете в Фантомасе, в Джипси, в Артель Бессонницы, неважно. Обязательно заходите в Sold Out. Там вы можете купить дорогие авторские вещи, расписные стрит-артистами и не только. И также разные плакаты. Расскажи немножко про вас. Мы с Димой уже как-то вот, я ему помогаю, наверное, года 2 уже, потому что до Sold Out было такое мероприятие, как Глич. То есть мы просто одно и то же мероприятие, ну, снимали клуб и проводили это мероприятие. Короче, вот, тусовки да, устраивали. В один момент мы все решили, то есть Гена, я, Дима, типа, у нас был вот офис, где мы все тусовались. Да. И решили, что создадим именно свое место уже, да. Класс. И сделали Sold Out. Короче, вы были патимейкерами и решили да. немножко узаконить бизнес, да? И сделать Sold Out. Хорошо, но давай чуть-чуть сюда дойдем, очень жестко, напротив Гагарина. Расскажи, вот все-таки какая главная цель? То есть, кого вы показываете у себя, по какому принципу вы отбираете вот эти вот все? Вот мне кажется, сейчас у всех одна и та же цель, именно вот с современным искусством, Да. это расширить кругозор людей вокруг нас. Потому что я считаю, чисто мое мнение, то, что в России очень много консервативных людей,
и то, что мы делаем такое искусство, которого мало, например, как граффити, да? Так как Sold Out — это первая галерея граффити в России. Вот они, золотые слова. Первая галерея граффити в России, Sold Out. Это очень важно. Поэтому советую, друзья, ребята потрясающие. И художники у них крутые. Да. И я считаю, что вот это главная цель, как раз расширить кругозор и показать людям, куда нам надо двигаться в будущем. Потому что сейчас поколения меняются, и надо оставаться в курсе. С точки зрения продаж, как повлияло все это? Ну, сама ярмарка. Супер вообще. Супер? Да? Да, супер. Да. И самое главное, насмотренность. Да. И работы разошлись. То есть были коллекционеры, которые взяли в свои коллекции, да, работы? Да. Да, это очень Ну, важно. люди не то, что они прям не выкладывают эти банки, чтобы забрать. Не, понятно. Очень много Такое интересных. только на арт-базеле в Майами. Наверное. Спасибо. Бро, спасибо тебе большое. Спасибо. Что делаешь это для России, для рынка. Это очень круто. В данной нетривиальной ярмарке, как мы видим, большинство стендов занимают художники. Но также есть галереи, очень интересно. Я обратил внимание, Art Office Gallery в Федине. Давайте узнаем, это русская галерея. Я лично о ней не слышал. Я думаю, что это будет интересно. Здравствуйте. Здорово. Очень приятно познакомиться. Взаимно. Это мой, так сказать, старт в искусстве. Так, вы галерист? Я галерист. Все, это решили. Идем дальше. Да. У нас проект на 2 региона. То есть мы продвигаем русских художников. Москва, Ницца, Лазурный берег. Вот. И Москва, Ницца, Лазурный берег звучит прям очень красиво. И, знаете, продвижение русских художников звучит так тяжко, а потом Москва, Ницца, Лазурный берег, и сразу чувствуется, что у наших художников есть будущее. Есть. Да, это факт. Наши едут туда, да. Кто может обеспечить русское искусство, поддержку, да, а мы за ними и обратно. Вот так вот. Окей. Хорошо, как будем продвигать? Мы вот решили начать с Art Russia. Угу. Выставили 3 художников. Это первая ярмарка для вашей галереи в Москве? Первый проект, так сказать, участие наше, чтобы заявить. Окей, чтобы заявить о себе. Да. А какого года галерея? 19-го. 19-го. Да. Вы совсем молодые. 19-го, это, то есть 19-го у меня щелкнуло, и я понял, что это моя миссия личная. Если это Лариса Гизельчук, да. наш, так сказать, фаворит на этом стенде. Вот, она давно пишет всю жизнь. Здесь Константин Фомин. Очень интересно, каков диапазон цен на вашу, даже на эту работу? Кто видел, говорят, дешево. Да. 7 тысяч евро. 7 тысяч евро. Расскажи немножко про эту скульптуру, про идею. Выглядит жутковато, если честно. Черная — это молитва. Ее творчество просто связано с размышлениями о Боге. Ну, что для человека вообще Бог? Он может быть разным. Не обязательно что-то, какое-то уныние. Да. Бог может быть и веселым, и любвеобильным. Вот. Белый — это медитация. То есть человек через медитацию слушает Бога, да. А через молитву он обращается, так сказать, к Нему. Он слушает и обращается. Это такой разговор. Есть потенциальные покупатели с этой ярмарки на эту работу? Очень интересуется, но дороговато. Дороговато? Какая стоимость? Один барельеф 15 тысяч. Ага, 15 тысяч евро. Спасибо, очень приятно. Нашу беседу немножко разбавим. Слушай, есть люди, которые уже давно, им больно насиженные места, когда их начинают. Но ты как танк решила, ты за искусство, ты за художников, и ты решила, что я пойду до конца, и завтра это все состоится. Да. И может быть на следующий год эти галереи с удовольствием к тебе придут. Не исключено. Оказывалось, что очень узкий процент людей вообще знает даже про Космоску. Нам в арт-тусовке кажется, Космоску, кто ее может не знать? Я вам могу сказать так, дорогие друзья, и уважаемая Космоска, и Маргарита Пушкина, и Владимир Петрович Овчаренко, и ты, и мы, наша галерея. Нас половина людей не знает. Не обманывайте себя. Да. Нас и вас никто не знает. В первую очередь думайте о тех, ради кого вы это делаете. То есть тут возникает вопрос, если мы зарабатываем на искусстве, цель только заработка, набивание карманов, продвижение своего художника, окей, это отличная история, но тогда не станите, что все плохо и ничего не развивается. Считайте, делайте там вот один единственный аукцион в России, 2,5 ярмарки и 30 галерей. Да.
Поэтому и вот эта вот элитарность, которая проходит, вот понимаешь, это же как работает. Каждую неделю в Москве мероприятия. Все повстречались, обнялись, Да. фотографировались, светская хроника вышла, что-то там продалось, какой-то художник вроде так. На Западе никто этих художников не знает, ровно как и галереи. Да. Но на Западе их не знают, потому что их не знают в России. И когда мне ребята пишут с Дальнего Востока, я много раз это говорил, с Урала, о том, что Юра, спасибо тебе огромное. Что о нас узнали, да. Мы даже... Не, те ребята пишут, просто молодые ребята, которые вообще далеки от искусства, которые только познают через арт-патруль. И они говорят, спасибо тебе огромное, мы даже не знали, что, оказывается, Россия такая насыщенная, что она такая интересная, что, оказывается, в Москве жизнь идет, что есть такие художники. Слушай, мы с тобой прям с разных сторон. Он такой прям молодежный бренд там двигает, все вот это интернет, всем продвигает искусство. А я, знаешь, для таких вот, которые там бизнес сделали, никуда не ходят, там ничего не знают. Вот тут нам важно понять, что сторона-то одна. Да. Что у нас у всех сторона-то одна. Да. И когда они мне пишут, что мы не знали об этих художниках, об этих директорах ярмарок, об этих известных галеристах, люди вообще не представляют. Да, так и есть. Давайте еще зайдем на стенд к Александру Куликову. Это мой давний товарищ. Его знают как Пеша. Бро! Привет! Ты что, как? Слушай, хорошо. Счастлив? Счастлив. Понравилась тебе ярмарка? Ярмарка понравилась. Продажи есть? Продажи есть. Брат, это самое главное. Это да. Показывай прямо конкретно пальцем, что продалось. Камерон продался. Это Я дружба собаки и ласточки, хотел сказать. Слушай, ну я тебя поздравляю. И любая ярмарка заканчивается хорошо, если искусство на твоем стенде продается. Это И да. расходится по коллекциям. Ну давай расскажи немножко про эту работу, про Камерон и вообще про свое направление. Дружба собаки бабочки. Это такой Кайф. пост. Нормально, пост. нормально ты придумал, да. Природа возрождается, гейзеры бьют, кометы висят в небе. Обалдеть. Да, если ты посмотришься у него в глазах. Ну у него, да, но чувствуется, это дым, прости, от чего? Можно уточнить? Потому что дым я создавал зрачки-то поехали, да? Дым создавал я методом, то есть я купил тот самый узкий аквариум. Так. И просто гуашью кидал, и подсветка, вот эти клубы растворенной краски, я это все фотографировал. Кайф. И это Подожди, здорово. расскажи про процесс создания вот такой фотографии. Смотри. Да, вот по порядку. Такой, или неважно, других, которые у тебя тут представлены. Технология же похожа, правильно? Да, это, Давай. это цифровой коллаж. Окей. Вот, например, передний план, культурный слой, да? Да. Нижний Новгород. Нижний Новгород. Сзади... Нижний Новгород, в смысле, это в Нижнем Новгороде ты сфотографировал? Да, в городе. Окей. Сзади стоял красный Я понял. Шевролет, как кабриолет. Нормально. Так, дальше. Кстати, было бы здорово кабриолет и этот самый. И помчать, И я понял. помчать. Да, так. Граффити со станции Белокаменная Московского МФЦ. Это Офигенно. руинированные остатки советской роскоши, расписанные местными художниками, граффитчиками. Нормальная история. И я вот Так. собираю вот из задний план, вот это живописное панно, то есть это я в музеях фотографирую как подложки, то есть впрямую цитировать, да? То есть, Да. Ну а как такой бэкграунд? А какая стоимость работы? На данный момент 145. Не, ну как на данный момент, за сколько ее купили? За 145. За 145? Да. Отличная цена. Поздравляю тебя. Первый экземпляр купила прекрасная Мария Ивакова. И спасибо ей, потому что это правда чудесная работа. Ну что, вот и подошло к концу третий день ярмарки современного искусства Art Russia Fair. И я лежу на руках матери, созданной моей дорогой подругой World Queen, королевы сварки. И несмотря на то, что она сварена из прутов, на душе мне тепло.
Каждый в любом случае будет идти своей дорогой. У каждого свое отношение к искусству. И, конечно, галерейный бизнес – это целая наука. И я считаю, что те галеристы, которых мы знаем, которые даже не приняли участие, занимаются своим делом очень высокопрофессионально, ровно как и другие ярмарки. Но все же, когда рождаются новые какие-то институции, проекты, давайте будем стараться это поддерживать, либо просто оставаться в стороне. Потому что только общими усилиями все зависит одно от другого. Это большой механизм. И только общими усилиями мы сможем создать успешный, крепкий рынок, чтобы художники чувствовали себя комфортно, чтобы галереи жили хорошо, чтобы ярмарки развивались, и чтобы в стране интерес к искусству у людей, которые находятся в других сферах, рос все больше и больше и больше и больше. Поэтому давайте жить дружно. Подписывайтесь на Арт-Патруль. Любите современное искусство. Любите свою родину. И будьте счастливы. Babylon a man, them a this Rasta man.